Привет, друзья! Сегодня у нас вот такое замечательное, иррациональное уравнение из Венгрии. Требуется решить его в действительных числах. Я покажу один лайфхак, который, очень быстро позволит его решить. Итак, мы начинаем. Вначале пару слов я традиционно скажу про образование математическое в Венгрии. Ну, что в Венгрии? 10 миллионов населения, сопоставимо с Республикой Беларусь. Ну, со времен Австро-Венгерской империи очень значимая, такая известная, конечно, страна. Учатся в Венгрии 12 лет, в профильных классах 6-8 часов математики в неделю. Экзамен для поступающих в вузы типа ЕГЭ тоже разбит на два типа, база и профиль. Профиль 240 минут они пишут его. Ну, в школе культ математики, да, да, там выходит математический журнал Кемаль, если я правильно прочитал, и там публикуются задачи, школьники, одаренные к математике, пытаются участвовать в конкурсах, решают задачи, присылают в журнал и объявляют там на всю Венгрию победителей, и они гордятся этим больше, чем компьютерным каким-то победам в других конкурсах. Так пишет венгерская пресса. Коли методика Джорджа или Диордя Поя используется, математика позже скажу. И еще, что интересно, музыка по системе Кадая, тоже венгерского такого специалиста, они считают, что изучение музыки способствует изучению математики. Это очень интересно. На международной олимпиадах все у них круто, во все годы было, они очень сильны. Вот в прошлом году в 25-м 14 место взяли, 2 золота, 3 серебра, 1 бронзу. А вообще за историю олимпиад математических международных они занимают 5-е место по количеству золотых медалей. 90 золотых медалей. Это очень круто. По мониторингу ПИСа занимают, как и Российская Федерация, 28 место, особо не придавая значения этому конкурсу. Математики Пал Эрдёш. Очень такой крупный, известный математик, много задач придумал. Он кофеман. Выпивал по 90 чашек кофе в день, представляете? И говорил, что кофе – это моя кровь. Янош Баяи, который неевклидовую геометрию Лобачевского придумал параллельно Лобачевскому, но не смог раньше ее опубликовать. Написал письмо Гауссу. Гаусс сказал, что это все ерунда, и он расстроился, даже у него было психическое расстройство. И Джордж Поя, венгерский, конечно, математик, переехал в Америку, стал крупным алгебраистом, доказал теорему, потом по методике написал несколько книг. «Как научиться решать задачи», замечательно известная книга, и суперкнига «Математическое открытие». Открытие. Это настольная книга любого учителя математики. Спросите у своего сына, там, дочки, школьников, знает ли их учитель про эту книжку, знает ли он про Джорджа Поя. Я думаю, ответ будет отрицательный. Мало кто из учителей сегодня знает про Поя и про систему, скажем, Шаталова. Ну, есть выдающиеся учителя, но в целом, такое дело стрёмное. Ну, ладно, допишите, что вы думаете по этому поводу, какие у вас, воспоминания, ассоциации с Венгрией. У меня еще одна ассоциация есть, скажу я. Когда я после университета до аспирантуры работал несколько лет в школе, меня пригласили в военкомат и предложили работать директором школы в Венгрии, в западной группе войск, да, в военном городке, в части, и я отказался, сказав, что куда я поеду, у меня Олимпиады. Вот такой я умный был тогда. Итак, наше уравнение будем решать в лоб. Возведем в куб левую и правую части. Есть формула куба разности двух чисел. Куб разности двух чисел равен кубу первого числа минус утроенное произведение квадрат первого на второе, плюс утроенное произведение первого числа на квадрат второго и минус куб второго числа. Ранее изучали в СССР по Барсукову, там учебник был такой, задачник, в 7 классе. Вот. Все должны были знать, никаких гвоздей, иначе 2-й год. Сегодня это бедом Ньютона, только для одаренных, наверное. Но что хорошо, эта формула имеет другую формулировочку, очень удобную, боевую такую. Запишем ее так. А куб минус Б куб, а вот эти два слагаемых сгруппируем. Что можно вынести? Минус 3АБ. А что останется? А минус Б. Вот такая формулировка часто используется, очень-очень удобно. Но сейчас мы это увидим. Итак, вот это А минус Б равно единице. Возводим в куб левую и правую части этого уравнения. Что мы получим?
по нашей формулке. Это будет корень кубический из х плюс 2 в кубе минус куб второго числа х минус 2. Вот все это тоже в кубе. И минус, внимание, 3аб, 3, первый корень. Вот, умножить на второй корень. Ну и умножить на а минус б. А минус b равно единице можно сразу написать. Ну, я напишу все-таки чуть подробнее для тех, кто, может быть, фундаментальный такой мыслитель, ему нужно время, чтобы разобраться. Такие есть, среди олимпиадников встречаются, да. Не торопышки, скажем так. Вот единица. Еще раз, в скобках у нас то, что равно единице по условию, равно единице. Тогда вот что получается. Возводим в куб, наш корень уничтожит. Здесь возводим в куб. Так, минус 3. Здесь загоню под общий корень по свойству корней. Получается х плюс 2 на х минус 2. Это разность квадратов. Х в квадрате минус 4. Правильно? Ну и умножить на что? На единицу равно единице. Здорово. Это уничтожается. Минус на минус плюс 4 минус 1 3. 3 равно 3 корень кубический из х в квадрате минус 4. Так что-то красивое получается. Обе части на троечку делим. Главное не ошибиться, как вчера. Я ошибся на дзене, когда решал иррациональное. Перенес, знак не поменял. Меня все простили. Там добрые ребята. Возводим в куб. Х в квадрате минус 4 равно единице. Х в квадрате равно 5. И, о чудо, у нас получился классный ответ. Х равен плюс-минус корень из 5. Два корня. Видите, целые корни устно было трудно найти. Минус корень из 5 и плюс корень из 5. Все, задачка решена. Ну, можно подставить, проверить, если хотите. Но я хочу сказать одну замечательную вещь. Нам не нужны области определения этого уравнения, всякие ОДЗ. Почему? Да потому что корень нечетной степени, в том числе и кубический, определен для отрицательных чисел. Минус 8, он равен минус 2. Но при этом минус 8 в степени 1/3 не определено. При отрицательных основаниях степень с рациональным показателем не определена. Об этом пишет сам Колмогоров. Да, знаменитый наш математик, в учебнике «Алгебра для 10-11 класса» и «Начало математического анализа». Я скажу даже, на какой странице пишет. Вот. На 218-219 странице. Ну, в учебнике с такой обложкой, значит, страница 218-219, степень с рациональным показателем. Если бы абитуриент, обязательно прочтите. Наизусть выучите эти две странички. Там он, Колмогоров, я не крупный специалист в алгебре, в начале анализа и началах анализа, но это пишется в учебниках все. Посмотрите, он утверждает, что здесь получается разночтение. Минус 8 – это минус 2 третьей степени, и при возведении степени в степень показатели примножаются. Получается минус 2. Но если взять и вместо 1/3 записать 2/6, это то же самое, 2/6 и 1/3, то получится что-то совсем иное. Минус 8 получится в квадрате по свойствам степеней и в 1/6. Получится 64 в 1/6. То есть 2 в 6 и в 1/6 это плюс 2. Ну, получилась многозначность. Поэтому степень с рациональным показателем, вот x рациональное, определена только при а больших нуля. Ну, а если 0 будет в степени x? Ну, тут это определено только для x больших нуля. Вот так. При отрицательном у нас деление на 0, а 0 в нулевой не определено. Хотя есть там разные мнения, разные математики считают, что удобно 0 нулевой считать равным единице, но это высшая математика, где через пределы все можно объяснить. А в школьной, в области действительных чисел, 0 нулевой не определено. А в нулевой степени для а не равных нулю всегда равно единице. Ну, а я с вами прощаюсь. Вы можете прислать решение свое это уравнение. Я, например, в начале, когда решал, принял за у и в, первый корень и второй, получил системку, но потом залез там в возведение в куб, чисел каких-то, запутался. Домашнего задания не даю. Сегодня пятница, отдых, всего хорошего. Спасибо, что смотрите наши ролики. До новых встреч.
С вами был Валерий Казаков. Пока.